Друзья, всех приветствуем на канале Рыболов Копатель. Вот такие тут у нас картины. Сегодня у нас очень необычный выпуск. Мы проделали путь с Серегой в 200 километров для того, чтобы приехать к этому старому немецкому дому, точнее к ресторану, и что-то типа постоялого двора было, что-то типа гостиницы. 2 дня он в нашем распоряжении будет. Но дом жилой, Серегиных родственников. И на чердаке полазим, посмотрим, что интересного. И во дворе, я думаю, тоже будет много чего интересного. Здравствуйте, дорогие друзья! Наконец-то сбылась моя мечта, и мы приехали в дом, в котором я был очень часто. В детстве здесь жил мой дядя Витя. Поэтому сейчас он умер, к сожалению. Пусть земля ему будет пухом. А мы вот приехали в этот дом, чтобы посетить его еще один раз. Разведываем прилегающие территории. Я включил прибор. И первая находка цветная. Выкопал. Сначала думал цветмет, а тут смотрю 1874. И какие-то инициалы. J.A. По-моему. Если я не ошибаюсь. Но 1874, друзья. Где-то было прибито. Значит, мы на верном пути. Продолжаем вечерние раскопки вокруг постоялого двора. В заднем дворе, пока там Серега обследует дом. Между сараев. И первая монетка, ребят. Опа, посмотрите, какая интересная. Причем 1992 год. Офигеть. Да, прикольно. Неплохой сигнал. Что-то увидел вроде. О! Опачки. Смотрите, ребятки. Подожди. Бижутерия, что ли? Или то, что я думаю? С янтарем. Рядом с баней, что ли? Это? Ой, с колодцем, да? Да, рядом с колодцем. И в баню носили с колодца, походу, это самое, воду. Да, в этот колодец мы еще швырнем магнит. Слушай, Серег, золото или нет, я что-то не пойму. Или надо, короче, просмотреть с лупой. Я так визуально не вижу клейм. Может, вот на вот этой висюльке где-нибудь будет. Подожди, вообще могло и не быть. Могло на висючке вот тут вот быть. Может, там, да. Ребят, если это золото, то я даже не знаю вообще, что сказать просто. Я в шоке. Я за все время, я только один раз находил советское золотое кольцо на море. И золота уже давно не было. Но тут какие-то есть признаки золота. Еще и с янтарем. Кулончик или сережка, да, получается? Да. Зачет. Ребят, ну вот смотрите. Вот 3 монеты. И вот этот вот кулончик с янтарем. Ну не здорово ли это, друзья? Ну Серега говорит современное. Ну по всем признакам золота. Вот там какой-то штамп снизу стоит. Фиг знает. Кольцо круглое, оно по-другому имеет сигнал, да. А это дает 41, даже 39, 44, 32, 43. Я думаю, все-таки золото, друзья. Если это так, то это вообще зашибись. И уже выезд состоялся. Да, Сергей? Серега сказал, надо протопить печь.
Она, кстати, еще немецкая. Вот это вот вся кладка. Вот это немецкая. А вот здесь ее уже облицевали в советские годы. Так что печь будет топиться. Сейчас затопимся. Будем запах чувствовать горелого дерева. Антураж свой. Серега сейчас хочет нарубить чуть-чуть дровишек. Сейчас будем растапливать печку. Вот так у нас начался выезд наш, друзья. Ну, по видео. Так-то мы уже устали очень сильно, по факту. Но по видео там всего пару минут заняло. Завтра продолжим. И вокруг двора ходить, и на чердак слазим, посмотрим. Хотя там уже все взъерошили. Посмотрите, как бензин. Das ist Berista. Пошла печурка. Значит, будет тепло. Друзья, ставьте лайкосики. А мы будем продолжать ночевать на постоялом дворе. Печурка еще немецкая, с тех времен. Варили мы чаек из термоса, шиповник. И тут Серега приносит вот такой вот прибор. Вот так вот он выглядит. Интересно, а вы знаете, что это такое? Ой, затикал. Ну, вот тут что-то время полета. Какой-то измерительный прибор. Может быть, даже авиационный. Все, выключил. Друзья, вы не переключайтесь, потому что завтра у нас предстоит чердак, проработка. Мы уже так проверили, есть где там полазить. И обязательно будет что-нибудь интересное, я просто уверен. Ребят, вот решили по старинке в котелке разогреть. Видите? Печка еще выполняет свои функции. Так что будем воду кипятить таким образом. Котелок уже такой весь уставший. Вот эти вот открываются окошечки для увеличения жара, скажем. Там вот все в глубине горит, топится. Так что водичка сейчас закипит и будем роллтоны кушать. Ну, вот такой вот у нас ужин. Миксованный картофель,
бомж-пакет и тушеночка. И получилось очень даже и очень неплохо. Сейчас покушаем. Будем отправляться спать, а завтра уже новые горизонты. Чердаки, подвалы и еже с ними. Всем добрейшего утра. Поспали более-менее, чуть-чуть поспали, уже хорошо. Дом немецкий, слышимость вообще, точнее звукоизоляция просто идеальная по сравнению с нашими современными домами. Не слышно, там, блин, за окном ураганище лютовал, а мы и знать не знали. Просто тишина такая, звукоизоляция просто, во. Сейчас пойдем посмотрим подвал. Поизучаем, поисследуем. И на чердак сегодня. А также два колодца за нами, друзья. Один во дворе дома, другой с внешней стороны. Должно быть интересно. Что-нибудь подвал. Все как в фильмах ужасов. Сергея первым запускаем. Ненужных всегда первыми запускают. Даже волки в стае перед собой самых больных гонят. Если чуть, что на них весь удар пришелся. Без сапогов не зайдешь, вода. Да тут и в сапогах не зайдешь. Без сапогах не зайдешь, вода. Да, выйди. Посмотри, поснимай. Ёпки, ничего страшного. Да, ребят. Но глубина не маленькая. Сколько, по колено? Но там в середине как будто и больше. Там вон ведро стоит полностью. И оно ушедшее, видишь? Ну, а там сверху чуть-чуть совсем. Давай достанем сапоги. Там он направо поворот. Подвал очень интересный. Серега настаивает на том, чтобы в сапогах туда зайти. Если честно, я бы не пошел. Но Серега говорит, надо идти. Тут еще дело, знаете, в чем? Ну смотри. Не промок. Вот здесь вот что-то. Вон она. Видишь, чуть дальше, да? Кирка? Опа. Топор? Да, смотри. Тяжелый. Смотри, он вообще нормальный. Немножко А, поврежденный. вон он, поломанный. Угу. Офигеть. Вообще бодрый. Ну, если с учетом того, что его подтопило только. Пару месяцев он пролежал. Кошка. Видите? Может, решетка была, ее дернули. И, видимо, хотели сюда слазить, но посмотрели, что вода, и не полезли. А там что, подоконник, Серег, или что? Да, подоконник какой-то окошко. Опаньки. Что там? Сейчас покажу. Банк? Бутылка, что ли, не? Все, тут с банками баранами, блядь. Кто-то бросил баночку. Смотри. Это что, утюг, что ли? Да, это утюг. Охереть. А там вода тоже, да? Или Да, что? тут лужа стоит. Везде лужи, короче. Влажность, протекли трубы здесь. Хозяйка рассказала. Возьми. Ребят. Слушай, шик. Это немецкий утюг? Вообще бодрейший. Так же, как и топор. Да, это в него угли загружались, получается. Снимай это.
Что там, еще что-то? Может, что интересно? Серега что-то нащупал еще. Уголок какой-то. Открывайся. Пошел дальше. Топорик. Утюжок. Что там? Табличка какая-то? Утонуло. Ага. Ладно, достану. Без надписей? А я не смотрел. Все, ребята, я больше, наверное, не пойду. Там еще глубже или нет? Да, тут свиней держали. И такие же арочки везде там. Вот как здесь. Жалко, что затопило все. Да, можно было здесь хорошо походить. Посмотрите, какие потолочки прикольные. Все так. По уму я возвращаюсь. Вот еще одна дверца была. А там в нише что, посмотри, Серег. Стой. А, не, вон видишь щель? В это? Да. Просто здоровские. Ты смотри, вокруг, главное, ничего такого немецкого, да, не было. А здесь, вот тебе, пожалуйста. Сюда не полезли в воду. Сейчас еще Сергей крышку вот эту достанет. Вот она прямо. А это от печки тоже, наверное. Нет, это что-то маленькое. В стене. Какая-то вентиляция. Смотри, она вон с каракулями даже с какими-то. Надписи? Ну, не надписи, а закорючки по уголкам. Это печная тоже. Ну, она же, я ж тебе оторвал ее прям со стены. А, это со стены она была, да? Вот там в уголке. Угу. Сейчас вот это направление свое. Сейчас, ребятки, я попробую. Посмотри, там уменьшить может надо, на единичку нажми, видишь, единичка. Или там 2,5 написано. Вот такая вот дверца в стене, вот она. И на ней, это же какая же это печка? Не печка, вот так. Открывалась. Это какая-то вентиляция или дымоход может. И вот там тоже, может быть, для чистки дымохода. Вот здесь вот уже какой-то смесь был. И смотри, камера. Не зря подвал купили, серьезно. Конечно, не зря. Фонариком не свети на меня. Извини, пожалуйста. Смотри, антуражу сколько, да? Давай я туда сразу перехожу. Очень прикольно. Вот это вот итоги подвального дайвинга Сергея. Ну все, с возвращением. Агастштадт не отпускает нас. Посмотрите, какая погода за окном. Батюшки мои, да что же там творится такое? Лютая непогода, лютая. Вот такой вот у нас колодец есть. И желательно его, конечно же, проверить. Чем мы сейчас и займемся. Оператор магнита делает подготовку колодезную. Там рыбы, Да ладно. караси плавали. Это капли. Капли? Конечно. Убирать это не сюда, да. Давай попробуем сюда пока опустить один раз. Колодцами интересно, конечно, работать.
Это вам не просторы, батенька. Да, это там не речка. Я зафиксировал. О, он метр. Метр глубина все. Не пользовались. Серега уже опытный магнитчик. Сейчас он быстро нащупает что-нибудь. Тигровый слизняк. Кроме окалин ничего, да? Да, там все уже вылезали. Там ничего нету, глубина метр. Ну-ка, переверни. Какая-то Кругленькая. пуговка, наверное. Не монета, к сожалению. Ее мы потом почистим, друзья. Что-то она заблестела, но она как-то примагнитилась. Что это такое, непонятно. Отнесем ее к остальным находкам, которые здесь в филиале у нас лежат со вчерашнего дня. А кулончик в другом, более потаенном месте. Ну, чуть-чуть там. Оператор прощупывает всю площадь колодца. А ты, который колодец там нашел, другой, ты тут говорил глубокий. Угу. Там он вообще глубокий с водой, да? Там глубина его, вот высота колец вот этих в 3 раза больше, чем здесь. Тут он такой твердый камень лежит. Может быть. Ну пробуем, может что, мелочевка какая-нибудь. Я не понял, камушки магнитятся. Это что такое? Может метеорит? Смотри, гранит. У него гранитный камушек в груди. Вот этот камень магнитится, ребят. Даже рыболовных крючков нету. Гвоздик один единственный. Только лишь. Несу пуповину, друзья, по традиции. Проверили еще, который за домом, колодец. Ничего. Ничего не нашли там интересного. Он еще мельче по своей глубине. Это септик, наверное. Септик нам не нужен. Прекрасные двери. О, Павел уже работает. Все монетами, друзья, устлано просто. Жаль, ходячими.
У нас все, начиная от 1874 года и до современной России. Да, домик разрушается. Ниппель, наверное. Да. Ниппелюшка такой был. С велика, наверное. В музей Поле чудес передаем. Пока только такие монеты попадаются. Трехмарочники и пятимарочники. Да. По Серегиной версии. Копейка. 1986 года. Юбилейная, я в этот год родился. Ну что, друзья, погнали на чердак, что ли? Вот так вот тут люди жили. Это не чердак, да? Это еще не чердак, походу. Ну, там какие-то стулья. 12 стульев, походу. Вон лестница. Ага. Вот чердачок. Че там? Все завалено чем-то. Ой-ой-ой. Посмотрите, что творится. Смотрите. Барельефы, да? Настоящий, ведь старый. Прикольно. Украшение. Во какая мусорная яма. О! Гриб, что ли, или что это такое? Рога, ё-моё. Ёшкин крот. Косуля, что ли, да? Да, маленькая. Смотри. Я думал, гриб торчит сначала. Башка такая. Какая? Лисичка, да? Прям красота какая, а? Смотри, обуви сколько. Просто обувь, 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 обувь. А бутылка, Серег, посмотри донышко, пожалуйста. И вот тут какая-то штука. Очень толстая бутылка. Ух ты. Мясная. Наверное, молдавская Да, какой-нибудь. бутылки серьезные такие. Шпилька. Друзья, кованые гвозди. Очень много обуви.
и пылища. Тут таз звенит. Насос вон какой-то. Опачки, Серега. Награда? Ёперный театр. Что это? Ангола какая-то. Я даже... Что это, кокарда, что ли? Посмотри, она какая вообще. Да, вот эта находка. Ангола. Посмотри, она вот так вот лежала просто. Прикол. Слушай, вообще первый раз вижу. Зачет. Вот это находочка. Закрутки нету, да? Она закручивалась, да. Что это такое? А, знаешь, что это такое? Это, походу, ну, как полицейский знак, типа, наверное, вот что-то такого. Как Шеврон, шеврон. Ну, не обязательно шеврон, может, они, знаешь, носили. А, вот здесь. Ну, да, типа, да, как у полицейский американских, значок, да, шериф. да. Ангола. А что такое Ангола? Это Африка у нас, что ли, да? Да, страна там такая. Офигеть. Слушай, вот это уже интересно. Надо пошукать здесь посерьезней. Посмотрите, ребят. Ну такая она бодрая. А вот это типа карта Анголы, наверное. Да, да, она похожа, да, так она выглядит. На политической карте. Прикольно. Прикольно, вот это находочки. Ангола. Корпо де полиция. Полицейский корпус. Штаб-квартира ФБР. Штаб-квартира ФБР, друзья, округ Колумбия. Это вам не шуточки. Надо вот... Тут Ангола была. Проволока медная. Заберем. Тут даже пинпоинт. А прибором тут вообще бесполезно звонить. Тут все звенит просто. Опять рога, что ли, какие-то? Ракушка. Ракушка, ну, пожалуйста вам. Из Анголы. И ракушки, и рога. Еще ракушка. Не, думал, жетон сначала. Ангольского подданного. Пуговки вон всякие, прищепки. Ошалеть. Вот эта цветняшка тоже. Не понял. Отвалилась, что ли? Может, какая кнопка была. Не свалиться туда. Валенки. Господи ты, боже мой. На провод. Ну-ка, что тут? Ай, блядь. Проводов немерено. Гвоздик. Ну, Ангола вообще красава, конечно. Вон какая-то. Смотри, вон какой-то индийский чай. О, доску оторвал. Она поднялась просто. Фу, там вон баночка еще. Посмотри. Пуговицы. Пуговица, да.
Опа. Опачки. Посмотри, опять в банке лежит какая-то брошь. Янтарное ожерелье. Ты посмотри, сколько тут всего интересного. Да, бытовое такое все. А что за банка? Не, это, наверное, типа от чая, что ли, да? Ага. А это что такое? Смотри, Серег. Перец горошком, походу. Ёшкин крылья. Перец, да. Душистый. Посмотри. Ребята, вы посмотрите просто. Похоже на натуральный янтарь. Хотя нет. Не натуральный янтарь. Как знаешь, под янтарь типа эпоксидка какая-то или что-то. Фонарик, не надо на меня. Эпоксидка какая-то. Фонарик не надо. Не надо на меня. Дождик прошел, ребят. А мы сидим в постоялом дворе, который приходит в запустение, к сожалению. Пылища просто лютая. У меня уже в горле стоит просто неимоверно. Да, тут так взбодрили, походу пособрали все, что сверху. Да, все, что сверху крупное убрали. Ну какая-то, видите, что-то попадается. Ангола вообще вот такая вот находка. Просто кайфец. Вот это, похоже, оригинальная рама была. Видите? Висюлька эта бронзовая, что ли, не пойму. За которую тянули и закрывали. Ух, ёшкин. О, тут вот так вот. Перегородка это. Это уже в былое жилое помещение было. Отдай мне приборчика. Тут целая экосистема, ребята. Целая экосистема. Паук-коллекционер. Опа. Посвети, Серег, сюда лбом. Посмотри. 21. 21 год. Смотри. Тут что-то 53 год. Суд. О. А. Тридцать седьмой, 53. Смотрите, какой гвоздик. Кованый. Квадратный. Ага. Кованина. Да, не вытащишь. Сорок седьмой год. Рок. Там письмо вообще какое-то. Письмо потомкам. Сплавляли лес, и от Немана были сделаны две заводи такие, специально, чтобы сюда выгружать лес. Сплавляли-то по воде, и потом его так отсюда плавно переводили на Неман, и по течению в ту сторону можно было на большое расстояние его плавить. Раньше так работали люди. А тут лесопилка была, да? Да, да, здесь была прям сразу же лесопилка сверху.
Сейчас от нее вообще ничего не осталось. Буря, буря, буря. Ай, хорошая. Хорош. Хорош. Вот тот парень вообще недоволен. Он сейчас буксовал конкретно на нас. А на той стороне он литовские рыбаки вовсю удят. Ах, совсем чуть не забыл, друзья. У Сереги сегодня день рождения. 14 октября. Так что от всей души поздравляем Сергея с этим праздником. Желаем ему крепчайшего здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего. До свидания. Спасибо всем. Всем большое спасибо за просмотр. Спасибо тем, кто кидал магнит, ночевал, копал с нами на этом немецком постоялом дворе. Подписывайтесь и до новых встреч. Сейчас вот едем в объезд. Не удалось нам проскочить по той дороге, по которой мы ехали. Там дерево упало. И тут вон вот ветки какие валяются. Представляете? Берем, остановись. Серега сейчас убирать пойдет ветку. Видите, что творится? Продуло маленько, попадало все. Сейчас будем крюк делать 40 километров. Санитары леса.